Офис президента будет утверждать, и когда почитаешь их интервью или главы Верховной Рады Стефанчука, он какой-то живет в другой Украине. Ну точно не в той, с которой я совсем недавно вынужденно уехал, или не в той, в которой живет 75% моей аудитории. Они где-то в другом месте живут. Ну как-то, не складывается картинка. Привет. У Елисевича русские нарративы. Пытались мне закидывать некоторые не очень умные люди в комментариях и полные негодяи, которые против меня нанимают разные медиапомойки. Новость последних дней. Джо Байден, прямая речь. Существует риск удара по Украине тактическим ядерным оружием. Когда я более чем полгода на стримах рассказывал, что у Путина осталось две опции. Это полная открытая мобилизация и тактический ядерный удар. Я очень сильно переживаю, что действительно может быть этот тактический ядерный удар в случае, если мы пойдем забирать Крым военным путем. Ну, Джо Байден-то точно уже не может русские нарративы говорить, правда? Значит, наверное, все-таки в этом есть какое-то рациональное зерно. Ну, это если так, мягко говорить. И вообще это звучит очень даже логично. Подоляк уже кормит всех сказками, рассказами про Крым, про отпуск в Крыму. На сегодняшний день, 20 числа июня, что-то я не вижу ни Подоляка, никого бы то ни было в Крыму, ни в каком отпуске. У нас недавно случилась беда, горе, ужас с Новокаховской дамбой, ГЭС. Что происходит, кто расскажет людям правду? А правда состоит в том, на мой взгляд, конечно, что это было принято решением, не знаю кого, только могу догадываться, в офисе президента, рассказывать в публичном пространстве, сделать частью информационной политики, что, друзья, у нас терпите, у нас только один вариант и одно условие победы – выход на границы 1991 года. Как видим, на практике вся эта история не сработала, как и не сработало 99% всего того, что предложил офис президента. Что-то работать по-настоящему в этой стране может только если это делают первое бизнесмены, второе ЗСУ. И это мы только начинаем. Зеленский заявляет: я не поеду в Вильнюс на саммит НАТО, если там нам не будет уже дано членство в НАТО. Тем самым ставя ультиматумы всему миру, всему цивилизованному миру, спасибо, которые нам помогают, благодаря которым Украина существует и оружием, и финансово, и как угодно. Он ставит ультиматум. Такое впечатление, что это, знаете, у нас стоит очередь: Украина, дай нам кредит, Украина, дай нам оружие, мы в опасности. Если ты воспринимаешь США и других членов НАТО, вообще западных партнеров, как партнеров, то к партнерам, тем более к старшим партнерам, нужно проявлять, хотелось сказать, минимальное, но вообще-то довольно-таки приличное уважение. Когда ты ставишь ультиматумы, будучи по сути никем, случайным президентом, страна которого сейчас находится в очень серьезной опасности, в очень тяжелом положении, то для меня это выглядит как-то, мягко говоря, глупо. Прямая речь Байдена. Украина не будет заходить в НАТО по упрощенной процедуре. Украина должна пройти полную процедуру в соответствии с правилами и условиями НАТО, так как это сделали все другие члены НАТО. Украины не будет в НАТО, пока Украина не победит коррупцию. Вот это все дословно Джо Байден, источник Bloomberg, пожалуйста, Google можете найти. Все потом уже перепечатали себе. Знаете, что имеет в виду Байден? Я вам скажу. Вся пресса пестрит. Минобороны заплатили за оружие, в ответ шиш, бабки выведены в офшоры, открыто говорят, эти деньги не вернут. Ой, потеряли там на курсовой разнице. Ой, яйца по 170. Ой, каски, закупили партию по 150 евро, следующая уже по 600 или по 700. Это мелочи. Найдите в Фейсбуке Юлия Глушко, есть такая, которая каждый день разоблачает просто тонны всякой коррупции в военные времена. Байден что, думаете, не знает, и все другие страны Запада, их спецслужбы, думаете, не докладывают лидерам этих стран? У них там страна в крови утопает, люди с себя снимают последнюю рубаху, громаднейшие сумасшедшие волонтерские фонды, десятки тысяч мелких волонтеров, вся страна сбрасывает, отдает последнее, а чиновники пилят деньги. Откуда терпение у этих людей? Наверное, они задают такой вопрос, и я себе задаю вопрос, откуда такое терпение у украинского народа? Скорее всего, это какая-то часть ДНК, это что-то генетическое. Потому что я просто другого не могу ответа найти на свой вопрос. Но есть и отдельная часть общества, и эту часть общества активно подогревают и пытаются, те самые медиапомойки, которые нанимают против меня, пытаются этих людей, как бы сказать, растиражировать, увеличить их количество. Это такая категория украинцев, которым все должны.
Вот все должны. Также некоторые общественные деятели ведут себя странным образом. Арестович буквально полгода назад, помните, был конфликт, когда Романенко с Любарским договорились о дебатах, потом они его обматерили зачем-то, я вступился за Любарского по ленд-лизу, выпустил 2 ролика в поддержку. Арестович и Ермак, сразу скажу, помню, как сейчас источник, это Forbes Украина, Ермак говорит, оружие невыгодно брать, ленд-лиз имеется в виду, брать невыгодно. Арестович, тогда еще работающий на офис президента, заявляет, ленд-лиз брать невыгодно, сейчас шара, нужно брать, пока дают бесплатно. Сегодня Арестович заявляет, не хватает Украине оружия, и идти в контрнаступление без полного вооружения, без поддержки сверху, имеется в виду с воздуха, это колоссальные неоправданные жертвы в плане пехоты. Западная пресса пишет, что Украина будет идти в контрнаступление по такой тактике, как бы используя пехоту. Вы понимаете, что это все жертвы. И резко закончились новости про границы 91 года, и резко закончились выступления Подоляка про Крым, и все стало... Ну, если так, вы посмотрите ленту СМИ каждый день, неделю подряд, как-то уже все стало не так радужно, как нам пытались рассказывать полгода назад. Разве есть что-то плохое в том, чтобы говорить правду? Разве есть что-то плохое в том, чтобы иметь свое мнение и пытаться анализировать? Я думаю, нет. Но знаете, что есть точно плохо, пагубно и всегда, как показывает, сколько существует человечества, всегда заканчивается плохо. Это культ личности, который сейчас пытаются создавать с Зеленского. Ты делай все, что хочешь для Украины, ты последнюю рубашку отдавай. Но если тебе не нравится власть, ты враг, ты предатель. Это так говорят медиа и блогеры, подконтрольные Зеленскому. Из Ивано-Франковска прилетает заявление. Значит, будет отказано в плановой госпитализации всем тем мужчинам призывного возраста, которые не были в военкомате. То есть ты должен приходить в больницу только через военкомат. Права человека, Конституция, похоже, это не про Украину. А права человека и Конституция, это должно действовать даже во времена войны, ядерной войны и чего угодно. И так это работает во всех странах мира цивилизованных. Они просто, знаете, что делают? Они просто прощупывают. И если это проканает, они это обязательно распространят по всей территории Украины. Дальше новости из Киева. В метро снова повально начали раздавать повестки. Логично, воевать кем-то надо, на фронте потери, все понятно. Я, честно говоря, не знаю, кем воевать, если война продлится еще полгода-год. Потому я всегда был за плохой мир против хорошей войны. Если переживаете о том, что пойдет через 2, 5, 10 лет Путин опять, да, это именно та причина, по которой нас не берут в НАТО. Потому что сегодня взять Украину в НАТО с таким уровнем коррупции, я уже это рассказывал на стриме, давайте продублирую здесь, еще раз повторю, потому что не все мои стримы смотрят. НАТО прекрасно видит все, что происходит. Надо прекрасно понимать настоящие причины войны. Не то, что настоящие, первопричины, кроме Путина. Потому что Путин на сильные страны не нападает. На страны НАТО, как вы видите, он не нападает. Даже на такие, скажем так, не очень богатые, небольшие и по армии слабые, как страны балтийские. Не нападает. Поэтому НАТО понимает, сейчас взять Украину в НАТО, заканчивается война. Украина продолжает заниматься не украинский народ, а верхушка власти, власть. Продолжает заниматься точно таким же. Путин перегруппировывается, с Путина снимают санкции, Путин накапливается, обрастает жирком, уже учитывает все ошибки, снова идет на Украину, и тогда НАТО 100% придется воевать. А воевать НАТО не хочет, потому что эта структура создана по образу и подобию всех остальных подобных европейских структур. Когда вы сбрасываетесь, мы распилим, а по факту Столтенберг объявляет, что все, боеприпасов у НАТО нет, и надо срочно круглые сутки производить боеприпасы. Никто не готов к войне, кроме США, Израиля, Китая и Путина. Вот что мы имеем на сегодняшний день. Поэтому я далек от того, что нас примут в НАТО, причину я только что назвал. Ехать надо Зеленскому в Вильнюс обязательно, потому что если не НАТО, то нам нужно обязательно очень хорошие, крепкие гарантии безопасности для того, чтобы это было окончание войны, а не замораживание конфликта. Я думаю, я уже тоже рассказывал, по примеру Южной Кореи, по примеру Тайваня, размещение британских, американских баз на территории Украины. Я предлагаю всем, в принципе, выбросить мысли о НАТО. Дай бог, я хочу, чтобы нас туда взяли. Путин тем временем клепает дроны. Неформально Россия переводится на военные рельсы.
клепают ракеты. Сколько там Буданов и другие, Резников рассказывали, вот-вот обстрелы закончатся, ракеты заканчиваются. Нам картинки красивые показаны, сколько у них ракет уменьшается. Полгода бомбят, видят, ничего не заканчивается, а потом просто-напросто все так упустили, а в прессе было, что Россия может производить там, по-моему, 60 ракет в месяц серьезных. Все, так это может длиться просто-напросто бесконечно. Заканчивается июнь 2023 года. Если у вас есть другие идеи, напишите, пожалуйста, в комментариях. Моя оценка основана на том, что публикует западная пресса, на личном анализе, на том, как это все выглядит со стороны. Я буду только рад, если я не знаю чего-то очень важного, и мы сейчас летом или осенью увидим какой-то перелом ситуации, свет в конце туннеля. А пока я буду настаивать на своем. Плохой мир лучше хорошей войны. Каждый день гибнут наши люди, а в это время чиновники пилят, пилят и пилят. И я напоминаю, это не та ситуация, когда мы жили прекрасно, страна процветала, и тут пришел Путин и все нам развалил. Мы катились, в принципе, в тартарары, были на присосе МВФ, а этот Шизик всем этим воспользовался, и у него и сейчас, наверное, в голове какие-то... Хотя, может, он уже считает, что действительно свои задачи выполнил, но, наверное, какие-то шизофренические планы продолжает выдерживать. Но мы видим, что даже страшные события, и ГЭС, не ГЭС, и я уже не хочу ничего жестче говорить, уже что не происходит, а бабки продолжают пилиться, а бизнес продолжают загонять даже во время войны. То есть для чиновников никакой войны на самом деле нету. Для них прекрасное время прикрываться войной, пилить. Офис президента будет утверждать, и когда почитаешь их интервью или главы Верховной Рады Стефанчука, он какой-то живет в другой Украине. Ну точно не в той, с которой я совсем недавно вынужденно уехал. Или не в той, в которой живет 75% моей аудитории. Они где-то в другом месте живут. Ну как-то не складывается картинка. Ну как почитаешь любого министра, любого депутата «Слух народа», любого приближенного к офису президента или работника офиса президента. Да все прекрасно, все хорошо. А вот эти негодяи этот YouTube создали и там вещают в этом YouTube. Вообще какие-то неправильные вещи. Это все российские нарративы, это все предатели. А сколько эти люди сделали для Украины? А то, что на любом детекторе они готовы пройти проверку, вообще нет вопросов. Это не надо. Мы сейчас тут свои СМИ будем заряжать и с них делать монстров. Потому что мы хорошие, они плохие. Вот так, к сожалению, все к такому примитиву сводится. Культ личности. По сути, мы просто идем по пути России. Там, слава богу, разворовали всю армию, что мы удержались. И у нас происходит то же самое и в армии, и в отношении всего государства. Так что, друзья, учитесь, пожалуйста, критически мыслить, смотрите все источники. Никому не надо на 100% верить, делайте выводы сами. Просто прошу всегда учитывать разные точки зрения. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, колокольчик и обязательно ваш комментарий, потому что дискуссия важна. Пока.